Итак, как уже сказал Деннис, я прервал свое медитативное уединение ради сегодняшнего выступления. Уединение должно было закончиться завтра вечером, так что естественно, что мои мысли обращаются именно вокруг лекции о медитации. Одну из таких лекций, несколько в переработанном виде, я и выбрал для сегодняшнего выступления. Ведь сейчас столько и разговоров, что о переработке и вторичном использовании. Дело, конечно, не в переработке, а в одном интересном аспекте этой лекции. Она не столько о том, как медитировать, сколько о том, как оставить в прошлом свои невзгоды. Это лекция о 4 способах сбросить с себя бремя прошлого. Эти мысли взяты непосредственно из учения Будды. Они являются частью его первого учения. Суть его заключается в том, что кто бы вы ни были, медитируете вы или нет, исповедуете ли вы буддизм, христианство, ислам, индуизм или что-то другое, все равно время от времени вы сталкиваетесь с необходимостью научиться сбрасывать с себя определенное бремя. Случается так, что неумение освободиться от бремени, когда мы не можем отпустить от себя болезненные воспоминания прошлого, негативное ощущение настоящего, опасения о будущем становится причиной боли и страданий, и не только для нас, но и для наших близких. В округе так много боли и страданий, так что хотя бы из сострадания к собственной семье или людям, с которыми вы работаете, пожалуйста, настройте свой разум на умение отпускать, на мирное и счастливое мышление. Одной из причин, по которым я решил чувствовать себя счастливым, было именно сострадание к людям, которым приходится иметь со мной дело. Это веское основание. Буддизм учит нас тому, что мы называем умением отпускать. Умение отпускать не означает, что мы должны отвергнуть всю свою жизнь и стать монахами или монахинями. Даже если вы станете монахами или монахинями, вы все равно будете иметь определенные обязательства, ведь нельзя избавиться абсолютно ото всего. Но все же достаточно приятно знать, что в любое время, при любых обстоятельствах, вы умеете делать кое-что, чего не умеют другие люди. Сбросить бремя. Пусть все идет, как идет. Не переживать по пустякам. Меня это всегда удивляло. Почему так происходит? Кто-то делает вам больно, обманывает вас, подводит вас, сплетничает о вас. Ну и что? Почему бы просто не забыть об этом? Ведь если вы не забываете, получается, что тот человек и дальше делает вам больно. Дальше продолжает вас обижать. Довольно странно, не правда ли? Вас обидели только однажды, но если вас это задело, вы носитесь с этой мыслью, и одна и та же обида возвращается к вам снова, снова и снова. Каждый раз стоит вам об этом вспомнить, как вам снова больно. Если взглянуть на это под таким углом, становится понятно, что сердиться на того, кто вас обидел, не имеет никакого смысла. Это совершенно нелогично, бессмысленно, потому что когда вы сердитесь на совершенную несправедливость, вы снова чувствуете ту же обиду. Следовательно, если вам сделали больно, и с этим ничего уже не поделаешь, отпустите это от себя, забудьте. Если вы способны отпускать, вы можете забыть о нанесенной вам несправедливости. Это просто, если знать, как это делается. Речь идет не только об обиде. Возьмем, например, страх перед будущим. Я не со всеми здесь знаком, не знаю, приходилось ли вам, придя однажды к врачу, услышать, что вы больны раком. Рак молочной железы, рак простаты, рак легких или другая разновидность рака. Их столько, этих разновидностей, просто как ассортимент мюсли. Помню, в юности мы знали только один бренд, а теперь имеем немалый выбор. Итак, когда вы узнаете, что больны, что вы делаете? Нервничаете до безумия. Вы и так больны, а ваша повышенная тревожность только усугубляет болезнь. Это ведь совсем глупо. Почему бы вам не перестать беспокоиться о будущем? Радуйтесь жизни сейчас. Я еще не успел сказать этого сегодня. Даже странно, ведь я произношу эти слова каждую неделю. Поразмышляйте, где создается ваше будущее. Когда именно наступает тот единственный момент, который может изменить ваше будущее? Именно сейчас. Вот это мгновение и является тем местом, где и когда выстраивается ваше будущее, ваше спокойствие, ваше здоровье и счастье. Каждый раз, когда вы беспокоитесь из-за собственного будущего, «Ой, что со мной будет? Я умру!» Вы таким образом пренебрегаете местом и временем,
когда действительно можете что-то сделать. То есть тем, что есть здесь и сейчас. Если вам удастся успокоиться, вести себя по-доброму, вежливо, если вы сможете отпустить как прошлое, так и будущее, и жить сегодняшним днем, вы превратитесь в здорового, счастливого, успешного человека. С вами плохо обошлись? Ну и ладно. Почему я должен позволять кому-то контролировать мое счастье? Как говорит моя любимая пословица, знаете, вы получаете календари. Раньше получали, потому что они у нас закончились. Каждый год буддистское сообщество выпускает календарь и пытается добавить в него высказывания Аджана Брахма. Но моя любимая пословица туда почему-то никогда не попадает. Вот она. Зачем жаждать мести, если вы знаете, что карма все равно доберется до всех подонков? Не знаю, почему это никогда не попадает в тот календарь. Хорошая пословица, не правда ли? Не надо ничего делать, карма разберется, не беспокойтесь, сбросьте с себя бремя. Проблема в том, что хоть мы и понимаем, что сбрасывать бремя нужно, что это разумно и правильно, мы не знаем, как именно это сделать. Именно поэтому мы рассказываем о 4 способах достичь облегчения. Мы часто слышим «отпустите», но как это сделать? Скажите мне, как отпускать? Вот что Будда говорит о 4 способах сбросить с себя бремя. Первый способ я узнал от своего учителя Аджана Чаха, и было это очень давно. Мы просто возвращались со сбора пожертвований, а он, будучи великим учителем, всегда находил повод для того, чтобы чему-то научить. И это были не высокомерные наставления о каких-то глубоких концептуальных понятиях, а простые практические советы, услышав которые, сразу же возникала мысль «Ого, это круто!», которые остаются в памяти, а иногда и кардинально меняют всю жизнь. Однажды, когда мы возвращались из леса, он поднял палку, обернулся ко мне и спросил: «Брамавамсо, тяжелая ли она, эта палка? Действительно тяжелая?» А теперь нет. Я осторожно далеко не бросал, чтобы ничего не задеть. Бремя кажется тяжелым, только пока вы его несете. Отпустите, и вы уже не почувствуете веса. Такая глубокая, такая простая мысль, что навсегда остается в памяти. Чем перегружена сейчас ваша жизнь? Работа, рак, отношения, проблемы с деньгами? Трудно ли все это нести? Трудно, но только пока вы тянете это на себе. Так почему мы не можем сбросить это бремя, отбросить его как можно дальше? В центре медитации, общаясь с людьми, которые волнуются по поводу семьи или работы, я предлагал им пойти в лес, там же, в Джхана Гроу, найти палку, написать или выцарапать на ней «Моя семья», представить себе, что это и есть семья с ее проблемами, а затем забросить эту палку как можно дальше. И на 9 дней избавиться от проблем. Вы можете написать что угодно: «Моя работа», или «Мой муж», «Моя жена», «Мои дети», «Моя жизнь», и бросить. Это действие дает нам понимание того, что первый способ облегчить бремя состоит в умении освобождаться от лишнего. Жизнь каждого из вас полна сложных ситуаций. Вы берете на себя очень много, а это значит, что вам нелегко идти по дороге, называемой жизнью. Представьте большой рюкзак. Вы, я думаю, видели много туристов с рюкзаками в Перте. Я тоже когда-то так путешествовал, но мой рюкзак был совсем маленьким, а у тех туристов они просто огромные. Меня всегда удивляло, чем те рюкзаки могут быть наполнены, что там вообще нужно. Возможно, компьютер. В наши дни компьютеров не было. В случае необходимости мы просто искали телефонную будку. Это сейчас у всех свои телефоны, а в те времена мы путешествовали почти без вещей. Представьте себе, что вы несете огромный рюкзак, как у тех туристов. Он действительно очень тяжелый, наполнен не одеждой, а камнями, тяжелыми гранитными глыбами. И вот вы идете по жизни день за днем, неся на себе это бремя и не зная, как его снять. Вы скоро устанете, вам станет плохо, и из-за этой истощенности вы не сможете испытать счастье, наоборот. Вас все будет раздражать. Вы чувствуете себя морально истощенными? Почему? Потому что вы несете много вещей в рюкзаке вашего разума. Заглянем в этот рюкзак.
Что можно из него выкинуть? Это и есть первый способ облегчить бремя. От чего можно отказаться? Что можно выкинуть? Прекрасно, оказывается, можно выбросить многое, и никакой беды не случится. Никакой беды не случится, если вы выбросите из рюкзака все свои тревоги относительно прошлого и будущего. Это самый большой камень, от которого вы должны избавиться. Я ничего не знаю о вашей истории, добрая она или плохая, понятия не имею, потому что свой камень я давно уже выбросил. Вы свободны от своего прошлого. Прошлое — это тюрьма, это камера, но ее двери открыты. Вы можете выйти оттуда в любой момент. Однако часто случается, что люди, подобно тем, кто долгое время провел в тюрьме, испытывают страх от одной только мысли о предстоящем выходе. Они привыкли к камере, им тяжело выйти из нее. Но как только им хватит смелости отпустить прошлое, как подобно заключенному, они покидают свою тюрьму. Свобода. Ах, какое облегчение, какое счастье, что я избавился от этого бремени, этой боли, этого огромного камня. Разве это не здорово? Итак, если вы рассматриваете свое прошлое именно так, то возьмите палку, напишите на ней «Мое прошлое» и забросьте ее подальше. Или даже лучше возьмите камень и баллончик краски. Напишите на камне прошлое и бросьте его в реку. Пусть тонет и следа о себе не оставляет. Только представьте, какую свободу вы почувствуете. Вы можете это сделать, можете отпустить прошлое. Когда же смелости сделать этот шаг, избавиться от тяжелой ноши не хватает, рядом должен быть кто-то, кто убедит вас в том, что этот шаг возможен и является правильным. Каждый раз мы не даем себе возможности сделать это, считая, что прошлое может нас чему-то научить. Но ведь прошлое не учит нас, оно лишь причиняет нам боль. Мы можем научиться гораздо большему, покончив с прошлым, чем удерживая его в себе. Так что пусть прошлое уходит от нас. Что же касается будущего, что может произойти? В центре медитации мне рассказывали о 2012 годе, когда должен наступить конец света. Должны произойти смещение тектонических плит, цунами, землетрясения. То есть об ипотеке можно не беспокоиться еще 2 года. И вам не придется ее выплачивать. Конец света, конечно, не наступит. Ни через 2 года, ни когда бы то ни было еще. Вы так действительно не думаете. Хотя люди обсуждают конец света даже в Индонезии. Я слышал об этом даже на островах. Я им сказал: слушайте, ставлю весь свой монастырь и все сообщество буддистов в Западной Австралии вместе со всеми его активами против вашего дома. Если конец света таки наступит, забирайте монастырь и все активы буддийского сообщества Западной Австралии. Если не наступит, мы забираем ваш дом. Почему-то еще никто не соглашался принять это пари. Конечно, нет, эта сделка была бы невыгодна. Но люди все-таки боятся будущего. По поводу будущего я могу гарантировать вам только одно. Знаете, я умею видеть будущее, совсем как в свое время мой учитель Аджан Чах. Так что я смотрю в будущее Австралии и с уверенностью предсказываю, что будущее Австралии неопределенно. И это не шутка. Это просто демонстрация того, что невозможно предсказать, что случится. Невозможно точно сказать, что и когда произойдет. Жизнь полна неожиданностей, и неизвестно, откуда именно они могут появиться. Жизнь так изменчива, поэтому не беспокойтесь о будущем, отбросьте от себя мысли о нем. Что же мы в таком случае делаем? Мы уменьшаем наше тяжелое бремя, выбрасывая лишнее, выбирая то, без чего можем обойтись, что не нужно нам на жизненном пути. Следующее, что вы можете сделать, это выбросить привычку жаловаться. Слышите? Снова лают собаки. Ну сколько же можно? Надо что-то с этим делать. Можете ли вы что-то сделать? Нет, не можете. Вы же знаете, это то, что обычно делают собаки. Это заложено в их природе. Так что прекратите сетовать. Все, я это сказал. Собачки, можете замолчать. Так же с вашим мужем. Иногда возникает потребность освободиться и от него.
Ведь то, что он делает, заложено в его природе. Также с женой, также с детьми. Мне часто приходится путешествовать самолетами. Я облетел всю Индонезию, и каждый раз на борту есть дети. Ля-ля-ля. Шум все время просто невыносимый, слышно на весь самолет. Иногда хочется просто открыть двери и выбросить их, но не могу, потому что я милосердный монах. Поэтому вместо того, чтобы выбросить этого визжащего ребенка, выбросьте за окно свои нарекания, прекратите жаловаться, пусть себе визжит. Если мы обратим внимание на собственное мышление, можем заметить привычку все критиковать. Привычку к бесконечным нареканиям. Думаю, вы понимаете, о чем я. Привычка все критиковать, на все жаловаться может свести с ума. Такому человеку всегда что-то не так. Вот хотя бы общество буддистов. С этим местом всегда что-то не так. К примеру, сегодняшний чай не такой, как надо, это никуда не годится. Если так случится снова, Деннис Шепард, господин президент, я больше не приеду. Нет, конечно, мы так не думаем, потому что эта привычка на все жаловаться негативно и ведет в никуда. Даже если бы здесь был такой чай, как я люблю, все равно кто-то успел бы выпить его раньше меня, так что все равно. Речь идет о том, что надо избавиться от этой привычки, выбросить ее вон. Она до добра не доводит. Привычка к бесконечным жалобам сводит вас с ума и делает жизнь и общение с вами просто невыносимым. Вы, по крайней мере, можете сказать, что не хотите так думать. Можете выбросить это из себя. Просто возьмите и избавьтесь от негатива. Надо избавиться от плохого мышления, негативного мышления, а иногда и части положительного мышления. Дело в том, что иногда мы думаем слишком много, и это не дает нам покоя. Чем больше вы задумываетесь над жизнью, тем меньше ею наслаждаетесь. Вы не прислушиваетесь к толкованиям. Когда вы читаете книгу о жизни, мысли и идеи наполняют ваш разум, не оставляя места для радости в реальной жизни. Похожая история показана в одной древней притче о Лао Цзы. Каждый вечер он отправлялся на прогулку и брал с собой одного ученика. Лишь один из них мог сопровождать великого учителя. Было у них нерушимое правило. Тот, кто отправлялся на прогулку с великим даосским учителем, должен был молчать. Ему не разрешалось произносить ни одного слова. Однажды во время такой прогулки учитель и молодой ученик поднялись на горный хребет. Как раз заходило солнце, и это было такое роскошное зрелище, что юноша не удержался и сказал: «Ух, как же это прекрасно!» Он нарушил правила. Лао Цзы развернулся и направился обратно, в монастырь. Больше он не брал этого ученика с собой на прогулке. Приятель того юноши стал просить за него, говоря: «Послушайте, он же сказал всего несколько слов. Пожалейте его, имейте к нему немного сострадания. Да и вообще, почему это молчание так важно?» На что получил исполненный глубокой мудрости ответ учителя. Он объяснил: когда тот юноша говорил о прекрасном закате, он больше не любовался закатом. Он любовался только словами. Многие из нас на протяжении всей жизни любуются именно словами. Они отделены от реальной жизни. Мы не чувствуем, не видим, не слышим. Мы живем в нашем представлении о том, что, как нам кажется, мы видим, слышим и знаем. Так что многого стоит умение сбросить с себя эти представления и спокойно жить себе дальше. Нет нужды делать это постоянно. Просто время от времени старайтесь избавляться от лишнего. Я уже рассказывал историю о полочке над камином в доме моей матери. Моя мать уже достаточно почтенного возраста. Она живет спокойно в своем доме в Англии. В том доме, как и у многих англичан, есть камин. Над камином есть полочка, где обычно держат различные сувениры. Памятные безделушки, фотографии и так далее. Однажды, прожив уже несколько лет в Австралии, я поехал навестить мать и привез ей сувенир. Какой подарок можно привезти из Австралии? Мне когда-то подарили очень милого игрушечного кенгуру, такого пушистого. Вот его я и привез матери. Ей очень понравилось, и она поставила фигурку на каминную полочку. В следующую поездку я привез ей фигурку коалы и снова услышал: «Ой, как хорошо». Каждый раз
Когда я смотрю на них, вспоминаю тебя в Австралии. Калу она тоже поставила над камином. В следующий раз я привез фигурку рыбака Кукабары, потом утконоса. Когда я собирался к ней в 5-й раз, мне удалось достать вомбата. Вомбат, к сожалению, был великоват. И когда она пыталась поставить его на полочку, все остальное падало. Не меньше часа она провела в попытках расставить все фигурки, но они продолжали падать. Я спросил, почему ты не выбросишь остальные? И услышал в ответ, нет, они такие милые, напоминают мне о тебе. На этой полочке было полно хлама, и я сказал, мама, это как с человеческим разумом. Если держать в голове слишком много проблем, это приведет к нервному срыву. У твоей каминной полочки точно нервный срыв. Именно так и происходит, если мы накапливаем много мыслей и вещей. Если бы я поставил на свою каминную полочку кенгуру, больше там ничего бы не стояло. Если мне подарят что-нибудь другое, я уберу оттуда кенгуру и поставлю что-то другое. Так и в вашем уме. Всему должно быть свое время. И тогда у каминной полочки вашего мозга не будет нервного срыва. Я именно так и поступаю. Я делаю очень много. Вот недавно объездил с лекциями всю Индонезию. Я являюсь духовным руководителем общества буддистов Западной Австралии, настоятелем монастыря Бадхиньяна, присматриваю за женским монастырем Дхаммасара, являюсь духовным советником общества буддистов Южной Австралии, духовным советником или покровителем общества буддистов Виктории, управляю монастырем Ват-Будда-Дхарма в Сиднее, являюсь духовным покровителем медитационного центра Бодхикусума, являюсь директором образовательного центра Брам в Сингапуре, духовным покровителем Братства буддистов Сингапура. Что-то еще? Да, еще я вице-председатель совета директоров Австралийской ассоциации Сангха. Кое-что я, кажется, пропустил. Не помню, в любом случае я выполняю все эти обязанности, но по очереди, не одновременно. Вот, например, сейчас я здесь. Так что на моей каминной полке стоит общество буддистов Западной Австралии, и я полностью посвящаю себя вам. Как только я уеду, то выброшу мысли об этом и снова стану просто учителем в центре медитации Джхана Гроу. И это будет единственная вещь, которая будет стоять на каминной полке моих мыслей. Как только я выезжаю в монастырь Бадхиньяна, я выбрасываю центр из мыслей и превращаюсь в настоятеля монастыря. Я всегда держу только одну вещь на полочке, и это позволяет сохранить здравый смысл, быть спокойным, счастливым. Поэтому выбрасывайте все излишнее, оставляя самое актуальное, то, что происходит именно сейчас. Это и есть первый способ облегчить наше бремя. Научиться выбрасывать лишнее. Прекратить накапливать лишнее. Это особенно касается прошлого и будущего. Второй способ состоит в познании того, что же такое истинная свобода. Следующая история произошла с одним из наших монахов. Мы в то время проводили занятия с заключенными. Я был очень занят, поэтому тот монах отправлялся в тюрьму проводить занятия. Начинался цикл занятий в тюрьме строгого режима Казуарина в пригороде Перту. Послушав его, заключенные начали просить: «Останьтесь еще, хотим пообщаться, узнать о вас больше». Он не спешил. Они угостили его чаем и шоколадом, а вы же знаете, дайте монаху чай и шоколадку, и он от вас никогда не уйдет. Остался и этот монах. Узники начали расспрашивать его о жизни в буддийском монастыре на Западе, о том, что именно делают монахи. А вы когда-нибудь задумывались над тем, что мы, собственно, делаем? Монах начал рассказывать: «Ну что ж, наш обычный день начинается с того, что мы просыпаемся в 4 утра». Заключенные были ошеломлены. В 4 утра до нас в тюрьме не заставляют так рано вставать. Монаху пришлось объяснять, что это в принципе по желанию, не обязательно вставать именно в 4. Собственно, это так и есть. Действительно не обязательно, можно встать раньше, если захотите, по желанию. А потом, что вы делаете? «Медитируем», — ответил монах. «И что, нельзя и фильм из ночной телепрограммы посмотреть?» Монах ответил, что у них нет телевизоров. «Нет телевизоров? Да даже у нас в камерах есть телевизоры, какой ужас!» Ну а потом, чем вы завтракаете? Завтрак у нас есть. Мы завтракаем кашей и лапшой, если кто хочет, но совсем немного. Ого!
Удивились заключенные. Здесь в тюрьме нам дают бекон, кексы, кашу, все, что мы захотим. А почему вы не едите всего этого в монастыре? Нет, ответил монах, нам достаточно каши и лапши. А что вы делаете потом? Потом в монастыре Бодхиньяна начинается тяжелая работа. Знаете, у нас сейчас много работы, масштабы строительства просто поражают. Можете увидеть это своими глазами в центре медитации. Мы укрепляем склон. Я и сам провел 2 дня, нарезая кирпич. Работал такой огромной шлифовальной машинкой, весь был в пыли. Мне нравится время от времени помогать тем, кто работает с бетоном. Случилась со мной однажды одна история, как раз во время работы с бетоном. Когда работаешь с бетоном, кто бы ты ни был, даже монах, будешь весь в том бетоне. Знаете ли, мальчишки всегда остаются мальчишками. Вот и я сам остаюсь мальчиком, хотя, может, и староват для этого. Итак, возвращался я домой, весь покрытый грязью, чтобы принять душ, а навстречу мне идет посетительница монастыря, женщина из Шри-Ланки, одетая в очень дорогое сари. Подходит она ко мне, в жизни этого не забуду, и говорит: «Я приехала увидеться с настоятелем Аджаном Брамом». Я быстренько сообразил и отвечаю: «Госпожа, пройдите вон в тот зал. Он должен быть там минут через 15». Мне хватило этого времени, чтобы зайти к себе, принять душ и переодеться. Я прошел в зал, где ждала меня та женщина, представился, я Аджан Брам, а она меня так и не узнала. Вот какой я был грязный. Мы с ней мило пообщались, я рассказал ей о монастыре, о буддизме, о том, что мы делаем. Все это произвело на нее немалое впечатление. Прежде чем уйти, она заявила: «Знаете, у вас прекрасный монастырь, и вы просто прекрасный монах, но не обижайтесь, должна сказать, что по дороге сюда я увидела, очень грязного монаха. Советую вам что-нибудь с этим сделать». Я пообещал: «Госпожа, я с ним непременно поговорю». Что я и сделал. Вот так тяжело мы работаем, и когда узники об этом услышали, они опять удивились, поскольку, хотя в австралийских тюрьмах заключенные должны работать, это обычно легкая работа, нас никогда не заставляют работать так тяжело. Говорили они и спрашивали: «А потом вы обедаете?» «Да, мы обедаем. Те из вас, кто бывал в нашем монастыре, знают, что мы едим из большой чаши. Все блюда оказываются в одной большой чаше. Иногда, правда, случается, что карри оказывается на спагетти. То есть нет, извините, не карри, крем. Крем на спагетти. Вы когда-нибудь пробовали спагетти с заварным кремом? Чего вы фукаете? Не могли вы такого пробовать? Но вы правы, это ужас. Бывает и спагетти с кремом. А как-то мне повезло есть карри с мороженым, с шоколадным мороженым. Вот уж точно гадость. Это потому, что вы кладете еду в чашу, которую несу я, как старший монах, потом я передаю ее кому-то другому по очереди. Те, кто несут чаши после меня, могут быть неосторожными, могут тряхнуть ее, и тогда все перемешивается. Ну что поделаешь. Узники начали говорить, что в тюрьме, даже в отдельную камеру, им приносят еду на подносах, где все отдельно. Крем вот здесь, а спагетти вон там. А что, ваши чаши не имеют отдельных отделений? Взгляните на наши чаши. Нет там никаких отделений, это одна чаша. Это отвратительно, заявили они. А что же вы делаете после обеда? Мы медитируем. Ну а там музыку послушать, а в футбол поиграть? Нам нельзя играть в футбол, мы медитируем всю вторую половину дня. А вам не становится скучно? Нет, мы не скучаем, это же наше дело. Так вы, должно быть, отдыхаете за ужином. За ужином? В монастырях не ужинают, мы едим только утром. Ну, знаете, сказали заключенные, даже в тюрьме нас кормят вечером. И еще можно перекусить в течение дня, когда вздумается. А что же вы делаете вечером? Можно ли вам поиграть в карты или в монополию, или еще как-то развлечься? Нет, ответил монах, мы этого не делаем. Только не говорите, что вы снова медитируете. Разумеется, мы медитируем. Господи, это, наверное, ужасная жизнь. А когда вы ложитесь спать в кровать? 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 Удивился монах. У нас нет кроватей. Я сплю прямо на полу. Узников это просто шокировало. Ведь даже в тюрьме у них были койки с матрасами, в отличие от монастырей, где все и я тоже спят на полу. Так что заключенные были очень удивлены. И не просто удивлены, им стало жалко бедных монахов. И представьте себе, один из них так разволновался за того приехавшего к ним монаха, который, как оказалось, живет в таких ужасных условиях, что всхликнул: «Ну и кошмар тот ваш монастырь. Бросайте его и присоединяйтесь к нам».
И действительно, что-то в этом есть. Тюрьмы в Западной Австралии действительно значительно комфортнее монастыря Бадхиньяна или даже женского монастыря Дхаммасара. Почему же тогда люди пытаются выйти из тюрьмы и попасть в наш монастырь? У нас там целая очередь из желающих. Это заставило меня задуматься. А в чем же, собственно говоря, разница между нашим монастырем и тюрьмой? Тюрьма значительно комфортнее. В монастыре правила гораздо строже. Так в чем разница? Единственное, чем отличается монастырь, это тем, что люди хотят здесь быть. В тюрьме, какой бы комфортной она ни была, никто быть не хочет. В этом и заключается разница. Отсюда делаем вывод, что многие вещи в жизни являются, собственно, тюрьмами. Я видел много тюрем, которые создавал для себя сам, и те, которые создавали для себя другие. Любое место, где вы не хотите находиться, это тюрьма. Если вам не нравится сегодняшняя лекция, вы ждете, когда же она наконец закончится, то этот зал — тюрьма, потому что вы не хотите здесь быть. Если вам не нравятся ваши отношения, они тоже являются тюрьмой, потому что вы не хотите их продолжать. Если вы не получаете удовольствие от работы, это тоже тюрьма. Если вы больны, даже ваше собственное тело становится тюрьмой. Любое место, где вы не хотите находиться, становится тюрьмой. Есть, правда, очень легкий способ сбежать из всех тюрем, которые мы сами для себя построили. Не нужно менять ни мужа, ни жену, даже работу не нужно менять. Даже поправляться от болезни не обязательно. Все, что вам нужно, это изменить свое отношение, захотеть быть там, где вы есть. Если вы хотите там быть, вы свободны. Как бы неудобно или даже больно вам ни было, пока вы хотите продолжать, вы свободны. То, что мы называем удовлетворением, и является вторым способом снять с себя бремя. Нужно только захотеть быть именно здесь и сейчас, что бы здесь ни происходило. Ваше отношение имеет большую силу. Особенно во время медитации, да и в других ситуациях тоже. Во время медитации не важно, что именно вы чувствуете. Вам может быть скучно, неловко. Вы можете хотеть спать, вас могут переполнять самые удивительные мысли. Но если вы хотите быть здесь, вы почувствуете покой и свободу. Если вы хотите быть где-нибудь в другом месте, вы будете чувствовать напряжение, будете страдать. Фокус состоит в том, что вы не должны ничего менять, кроме собственного отношения и желания быть там, где вы находитесь. Речь идет не только о медитации, это относится и к другим жизненным моментам. Если вы, например, застряли в пробке, то выбора у вас нет, сколько бы вы ни сердились, скорее не поедете. Поэтому, если вы застряли в пробке, возжелайте быть там, и вы избежите стресса. Вы будете чувствовать себя свободно, спокойно и легко во всех пробках на вашем жизненном пути. Когда вы чувствуете желание быть в другом месте, единственный источник стресса — это мысль «я хочу быть в другом месте, не хочу быть здесь». Это как с тюрьмой. Если же вы хотите там быть, вы свободны. Приходит время умирать. Я видел много людей, которые в этот момент продолжают отчаянную борьбу с болезнью и болью. Это невыразимо грустно, ведь эта борьба в последнее мгновение жизни бесполезна. Вы все равно умираете. Не превращайте собственное тело в тюрьму в самом конце. Почувствуйте желание быть там, и вы будете совершенно свободны. Это и есть второй способ облегчить ваше бремя. Желание быть там, где вы есть. Еще один третий способ облегчить ваше бремя происходит из Дхармачакра Правартана Сутры, то есть из третьей благородной истины, которую провозгласил Будда. Она заключается в том, что освобождение от жадности и алчности ведет к просветлению. Я уже назвал 2 пути к освобождению от бремени. Третий путь называется «умение отдавать». И не просто отдавать, а отдавать, не дожидаясь ничего взамен. На стенах этого помещения, построенного достаточно давно, нет ни одного упоминания о тех, кто финансировал его строительство. Ни один из благотворителей не назван. Построение медитационного центра обошлось в 5 миллионов, которые сложились из огромного количества больших и малых пожертвований. Но нигде в том центре, напротив нашего монастыря,
вы не найдете упоминания о тех, кто делал эти пожертвования. И это не случайно. Ведь мы поощряем людей отдавать, не дожидаясь ничего взамен. Если вы делаете пожертвования и хотите, чтобы ваше имя красовалось над входом в этот зал, то это не пожертвование. Это покупка прав на рекламу, привлечение внимания к вашему имени, но не пожертвование. Мы выбираем путь, указанный Буддой. Это умение давать, не дожидаясь ничего взамен. В этом и состоит смысл дарения. Когда вы женитесь или просто состоите в отношениях, даете ли вы что-то бескорыстно или хотите получить что-то в ответ? Действительно ли вы в таком случае отдаете? Часто мы ожидаем очень много в ответ, и это становится причиной страданий, потому что наши ожидания не оправдываются. Если присмотреться, можно обнаружить, что большая часть вашей жизни состоит из разочарований, из того, что не сбылось, из ваших обещаний самим себе, сделанных в юности, из того, что вы ждали от жизни. А много ли из этого вы получили? Скорее всего, немного. Когда вы женитесь, находите работу, начинаете трудиться, отправляетесь в путешествие, вы столько всего ожидаете. И чем больше вы ожидаете, тем меньше вы радуетесь реальности, тому длительному путешествию, которое называется любовью или жизнью. Если же вы не ожидаете от взаимоотношений ничего, поверьте, вы и опомниться не успеете, как сбудется то, о чем вы и не мечтали. Даже когда речь идет о медитации, те, кто хотят от этого что-то получить, являются причиной всех проблем. Если вы ставите своей целью просветление, покой, выздоровление от рака, если вы медитируете только ради этого, покой к вам никогда не придет. Еще раз хочу процитировать Аджана Чаха, который говорил: «Вы медитируете не для того, чтобы что-то получить, чего-то добиться, вы медитируете, чтобы освободиться от чего-то». Это и есть умение отдавать, не дожидаясь ничего взамен, умение освобождаться, отпускать. Это отличный способ прожить жизнь. Я, например, даже от этих лекций ничего в ответ не ожидаю. Сегодня даже чай и тот не такой, как надо. Да, я и не ожидал, поэтому ничего страшного. Итак, что бы вы ни делали, не ждите ничего в ответ. Есть люди, которых это очень удивляет. Однажды мне позвонила женщина из Польши и спросила, будет ли сегодня лекция. Я ответил: да, я читаю сегодня лекцию, здесь, в этом центре. Она поинтересовалась, сколько нужно заплатить за вход. Я ответил: нисколько, за вход платить не надо. Это ее озадачило, и она переспросила: вы меня не поняли, сколько денег нужно заплатить, чтобы зайти? Я объяснил: госпожа, вы не платите за то, чтобы зайти. Вы просто зайдете, послушайте, а если не нравится, уйдете. Она помолчала и снова за свое. Слушайте, сколько долларов и центов нужно дать, чтобы прийти и послушать вашу речь? Я повторил: госпожа, ничего не нужно давать. Вы не должны платить ни за вход, ни за выход. Мы не раздаем никаких брошюр, ни одной, знаете ли, пропаганды, за которую придется позже выкладывать деньги. Это полностью бесплатно, просто приходите, слушайте и спокойно уходите. Она долго молчала, никогда не забуду эту паузу. Было понятно, что женщина была действительно ошеломлена услышанным. И тут она с искренним удивлением спросила: «А что же тогда вы с этого имеете?» Она поверить не могла, что можно делать что-то просто так что-то отдавать. Так прекрасно жить, дарить и не ждать за это вознаграждения. Почему? Потому что дарение приносит радость. Я уже, кажется, рассказывал несколько недель назад, как каждый день, когда я завтракаю, приходит кошка и выпивает мое молоко. Иногда я успеваю выпить его сам, иногда половину, а часто и вовсе остаюсь ни с чем. Я просто отдаю молоко кошке. Получаю ли я от нее что-нибудь взамен? Конечно, нет. Выпьет молоко, обнюхает все вокруг и уходит. Хоть бы поблагодарила, хоть мяукнула. Но кошки, они такие. Очень гордые. Позволит та кошка себя хотя бы погладить, почесать или нет?
Мне все равно, мне просто нравится отдавать ей это молоко. На самом деле, мы довольно часто дарим что-то просто так. Котам, собакам или людям вокруг нас. Когда матери отдают все своим детям, они не ожидают за это вознаграждения. И это прекрасный путь к облегчению. Почему бы не отдавать жизни то, что вы имеете, вашу доброту, вашу любовь, вашу жажду жизни, не ожидая за это награды? Поступайте так, и вы познаете, что такое облегчение, что есть действительно духовная жизнь. Имеет значение не то, что я получу, а то, что я отдам. Всю свою жизнь я отдаю, посвящаю себя этой идее. Это и делает меня таким богатым. Не материально, а богатым на счастье, здоровье и спокойствие. Это и составляет третий путь к облегчению бремени. Уметь дарить, отдавать все свои силы. Например, вашему партнеру или самой жизни, или теперешнему моменту. Отдавать, не дожидаясь ничего в ответ. Это и есть третий способ. Никаких ожиданий. Если вы ничего не ожидаете, жизнь становится очень интересной. Вы от нее ничего не требуете, а она дает вам так много. Зачастую вам достается то, чего вы меньше всего ожидали. Это так весело, не рассчитывать ни на что, а получать это как неожиданный подарок. Как замечательно! А я и не ожидал такого. Так в вашей жизни появляется больше радости. Что касается четвертого пути, то он называется «покройте свой разум тефлоном, чтобы ничего не прилипало». Вот я сейчас делюсь с вами прекрасным опытом. Не пытайтесь записать или запомнить каждое слово, с тем, чтобы действовать так же в будущем и стать лучшим человеком. Нет необходимости запоминать, все это и так останется в вашей памяти. Не пытайтесь накапливать вещи, не позволяйте им прилипать к вам. У вас есть это прекрасное мгновение, радуйтесь ему, зная, что оно проходит, и будьте готовы встретить следующий миг. Затем отпустите и следующий миг тоже. И все радости и беды, которые встретятся вам на пути, не прилипнут к вам. То есть вы будете свободны встретить следующий миг, не позволяя прошедшему моменту повлиять на будущее. Плывите по течению, не собирая воспоминания, не дожидаясь ничего от будущего. Если кто-то вас обидит, пусть эти слова пройдут сквозь вас, не оставляя следа. Как я всегда говорю, зачем человеку два уха? Для того, чтобы замечать, как в одно ухо влетает, и с другого вылетает. Так что мы не должны ничего держать в себе. Даже счастливые моменты жизни, не нужно держать их в памяти. С ними надо быть осторожными, ведь, вспоминая счастливые моменты, вы будете ждать чего-то от будущего или сравнивать настоящее с прошлым, и это будет мешать вам радоваться следующему моменту. Как еще отпустить прошлое, все его радости и беды, чтобы ни к вашему разуму, ни к телу, ни к жизни вообще ничего не липло, чтобы вы всегда могли радоваться будущему, чтобы быть свободными от прошлого, свободными именно сейчас. Это особенно касается того, что мы знаем и понимаем. Иногда полученные нами знания настолько прилипают к нашему разуму, что это делает нас самоуверенными, мешает как следует рассмотреть реальный настоящий момент. Люди, знающие слишком много, не способны понять истину дня сегодняшнего. Именно поэтому мне очень нравится высказывание, которое звучит так: «Никогда не позволяйте знаниям стоять между вами и истиной». Никогда не позволяйте знаниям стоять между вами и истиной. Знание — это все, о чем вы узнали раньше. Это то, чего вы ожидаете, а когда вы ожидаете определенных событий, вы понимаете, к чему я веду. Это препятствует вашей способности видеть истину и исключительность в том, что происходит именно сейчас. Так, получив много информации о буддизме, люди, однако, часто не способны понять его сущность, не способны понять истину в том, что происходит вокруг них сейчас. Они не способны примириться с настоящим, не могут чувствовать себя свободными и по-настоящему счастливыми, что бы ни происходило в их жизни. Почему? Потому что они позволили знаниям стать между ними и истиной. Помните, знания — это только дорожные знаки, указывающие направление, а не настоящее место, куда вы направляетесь. Последнее сравнение не новое, но действительно замечательное. Чтобы лучше объяснить вам, что я имею в виду под словами «стоять между вами и истиной», я расскажу историю о профессоре философии.
Это произошло здесь, в Перте. На примере того профессора мы увидим, что практический опыт имеет большое значение. А опыт превращается в прошлое, когда мы пытаемся анализировать его с помощью знаний, полученных в прошлом. То есть, если вы сравниваете свой опыт с вашим прошлым, оно становится рамками, ограничивающими ваш опыт. Даже слова могут помешать восприятию истины. Поэтому во время медитации мы учимся молчать, чувствовать и осознавать. В конце концов, так мы и узнаем истину, как это почувствовал на себе ученик Лао Цзы. Заговорив, он уже не видел заката. Он видел только слова. Великий даосский учитель очень хорошо это объяснил, сказав, что тот, кто стремится любоваться закатом, должен избегать слов, описаний, ведь слова являются преградой для истины. Хорошо. Возвращаемся к профессору. Был профессор, который преподавал философию в университете. Вообще, в историях, которые рассказывают буддисты, профессора философии всегда плохие. Так что, если здесь присутствуют профессора философии, прошу прощения, это просто традиция. Тот профессор, услышав, что в Перте открывается новый 5-звездочный ресторан, решил туда наведаться, отведать, как там готовят. Он позвонил в ресторан, чтобы договориться о времени. Оказалось, что желающих так много, что ему придется ждать 2 месяца, чтобы попасть в ресторан. Несмотря на это, он все же заказал столик и спустя 2 месяца пришел в ресторан. У него, конечно, попросили документ, чтобы убедиться в том, что это он сделал заказ. Все проверили, все было верно. Итак, он вошел, метрдотель провел его к заказанному столику, весьма элегантный официант принес ему меню. Меню было напечатано золотыми каллиграфическими буквами на плотных листах. Оно само по себе было произведением искусства, как и положено меню дорогого ресторана. Это вам не забегаловка какая-нибудь, а классический 5-звездочный ресторан. Итак, профессор просмотрел меню, съел это меню, расплатился и ушел. Дело в том, что профессор не понимал разницы между меню и едой. Поняли? Можно сказать, что меню — это наше знание, а еда, которую мы действительно едим, это наш практический опыт. Поэтому я и говорю, не позволяйте знаниям стоять между вами и истиной. Мы должны освободиться от этого. Ведь так часто слышим: но Будда сказал, Иисус сказал, эксперты утверждают, правительство заявляет. И что из этого? Интересно знать эти утверждения, видеть направления, которые они указывают, но понять их подлинную сущность можно только через опыт. Иметь разум, покрытый тефлоном, просто прекрасно, потому что такой ум беспристрастен. Он воспринимает окружающий мир таким, какой он есть, а не таким, как утверждает кто-то другой. Научиться быть свободными от предвзятости — это тоже способ облегчить бремя. Такие мелочи. Я уже рассказывал посетителям Центра медитации о том, как прожил 9 лет на северо-востоке Таиланда. Это была местность, которую обошла западная культура. Окружающие страны были полностью колонизированы, а Таиланду удалось избежать этой судьбы. Когда выходцы из Запада приезжали в Таиланд, они попадали в Бангкок или Чиангмай, но в той части Таиланда, где жил я, не было никого. И это не преувеличение. Я бывал в нескольких поселениях местности, и оказывалось, что я первый выходец с Запада, которого видели местные жители. Однажды, собирая утром пожертвования, мы попали в поселок, жители которого никогда раньше не видели белого человека. Они клали пищу в чашу, которую я нес. Большую чашу, но еда все время падала на землю. Собакам на радость, потому что люди смотрели не на чашу, а на меня.
Я был первым приезжим Запада, которого они видели. С другой стороны, благодаря такой изолированности, местная самобытная культура не испытала западного влияния. Было действительно увлекательно наблюдать ее, что называется, изнутри. Дело в том, что я монах, а монах не является посетителем. Он имеет определенное место в социальной иерархии, где-то посередине этой иерархии. То есть ко мне относились не как к чужеземцу, а как к местному, а следовательно, я в определенной степени должен был стать местным, воспринимать все с точки зрения местного. Кое-что из увиденного было полной неожиданностью. Как я уже рассказывал в центре медитации, при монастыре, где я находился, было место для кремации. Жители поселков, расположенных неподалеку, использовали это место для похоронных церемоний. Мы проводили церемонии, видели всех местных жителей, которые приносили туда своих покойников, пели гимны и проводили службы. Это происходило на протяжении всей второй половины дня, вечера, и потом продолжалось на следующий день. Что меня удивляло, так это отсутствие проявлений скорби. Они не то что не плакали по умершему, они даже не выказывали печаль. И это был не тот случай, когда люди скрывают свое горе, ведь я видел их каждый день. Они не скрывали печаль, просто в их культуре не было места горю. Меня это действительно шокировало, и я прожил там 9 лет. Это вам не короткий визит. Существование подобной культуры казалось мне невозможным, ведь все, что я знал раньше, говорило мне, что, потеряв близкого человека, мы должны скорбеть по нему. А те люди действительно не чувствовали горя. Вот видите? Иногда то, что считается невозможным, действительно имеет место. То есть то, что мы знали раньше, мешает нам увидеть истину. Следовательно, мы должны освободиться от многих вещей, даже от знаний и предубеждений, чтобы увидеть истину. Это я и называю тефлоновым умом. Иначе вы рискуете тем, что ваши предубеждения относительно того, кто ваш муж, кто ваши враги, кто ваши друзья, не дадут вам увидеть, что же на самом деле происходит вокруг вас. А жизнь полна неожиданностей. Во всяком случае, как мне известно из того, что я видел. Возьмем, например, мою поездку по Индонезии, местности, где, как говорится, полно мусульманских террористов, таких как смертники из Бали. Но я там отлично проводил время с мусульманами. Они приходили на все мои лекции, мы фотографировались вместе, у меня брали интервью и фотографировали для мусульманских газет. Одна мусульманская семья даже догнала меня в аэропорту, прямо перед вылетом. Они попросили: Аджан Брам, пожалуйста, поставьте автограф в вашей книге. Это лучшее, что мы когда-нибудь читали. Мы еще и сфотографировались напоследок. Мусульманская семья в традиционных одеждах, и между ними я с книгой. Разве не замечательно, что людям, исповедующим разные религии, может быть так хорошо вместе? Не ожидали такого? А это и есть истина. Каждый раз, когда мы берем на веру утверждение «мусульмане не любят буддистов», это знание становится между нами и истиной. Поэтому помните, надо покрыть свой разум тефлоном, не давать возможности ничему прилипать к нему. Потому что это мешает вам увидеть истинное положение вещей. Вот это и есть 4 способа облегчить свое бремя. Назову их еще раз. Первый способ – выбросить лишнее. Я не имею в виду материальные ценности, а те лишние мысли о прошлом и будущем, которые перегружают ваш разум. Тревога о будущем или другие волнения – избавьтесь от них. Живите просто и свободно, не перегружайте себя. Выбросьте из рюкзака своего ума все лишнее. Второй способ – научиться быть довольными. Прекрасно иметь мобильные телефоны, не так ли? Поэтому будьте довольны тем, что они звонят. Они все равно будут иногда не вовремя звонить. Так уж бывает. Радуйтесь этому. Кстати, очень приятная мелодия, спасибо. Монахам не часто приходится слышать музыку. Нам это не позволено, поэтому я очень благодарен. Так что бы ни случилось, радуйтесь этому. Третий способ. Что бы вы ни делали, не ждите ничего в ответ. Вот я не жду благодарности, не жду ничего за эту речь. Понравилось вам или нет, это ваши проблемы. Я свою работу выполнил, лекцию прочитал, и ничего за это не ожидаю. Я делаю это, потому что я люблю отдавать, люблю учить, люблю служить, люблю делать добрые дела сейчас и в будущем. В этом я вижу радость жизни.
Поэтому спасибо за возможность вас поучить. Это все, что мне нужно. Никакого вознаграждения. И это прекрасно, потому что, не имея ожиданий, человек чувствует себя свободным. И последнее, покройте свой ум тефлоном, чтобы ничего не прилипало. Не держите ничего, особенно мнения, даже знания, будьте свободны. Научившись этому, вы поймете, что значит снять с себя бремя. И если вы хотя бы время от времени сможете так поступать, вы убедитесь, что способны справиться с любыми проблемами. Есть время для тяжелого труда, когда нужно нести свою ношу, выполнять свою работу, свои обязанности. Должно быть и время опустить ношу, снять с себя груз. Проблема в том, что все мы, как представители западной культуры в западном мире, так и уроженцы Азии в том же западном мире, мы все хорошо умеем выполнять свою работу, нести свою ношу, но не умеем от нее отдыхать. Теперь вы знаете, как снять с себя бремя. 4 способа это сделать. Спасибо за внимание. Спасибо. А я даже не ожидал.